в этом видео мы разберем чтение графика в моменте, потому что обычно, когда ты смотришь на график, там, на убыточную, прибыльную сделку, обычно на истории, да, и там надо было здесь подержать, надо было здесь раньше закрыть. То есть у тебя видение четкое появляется на истории. А когда ты находишься под давлением и риском у правого края графика, вот как тебе сохранять такую же ясность? И вот сегодня очень четкий пример на одном из индексов, где сначала была идеальная ситуация, чтобы покупать, но спустя 15 там, плюс-минус минут она изменилась, и я принял решение закрыть сделки. Вот давайте как раз это разберем. Вот здесь у меня две покупки, идеальные условия. То есть здесь, смотрите, вот здесь, если мы представим, что это правый край графика, это идеальные условия. Да, они немного запоздалые относительно движения, потому что первые сигналы система давала вот здесь, идеальная точка входа на покупку, вот тут. Да, но так как я пропустил начало, не страшно. Да. Следующая точка входа вот здесь, да, у меня вот в этой области. То есть здесь тоже все хорошо, и никаких причин, никаких признаков слабости этого тренда нет. И я наблюдаю, проходит время, бац, и вот здесь я вижу признаки ослабления моей позиции. Вот если мы посмотрим, вот здесь я вышел, почему? Смотри, здесь, во-первых, рынок нарисовал симметричный паттерн, называется двойная вершина. В этот момент мы посмотрим вниз и увидим, что осциллятор падает, и самое важное, линия моментума, вот здесь, видите, снижается. Это говорит о том, что временно этот тренд может ослабнуть, то есть цена может скорректироваться глубже. Движение сюда, которого было бы достаточно, чтобы вынести мой стоп, который был вот здесь. То есть если цена чуть еще упадет, все, это стоп-лосс. То есть чтение графика в моменте очень важно. И вот здесь еще кое-что хочу отметить. Когда мы торгуем с трендом, смотрите, вам в принципе один момент только нужен. Это передняя сторона и обратная сторона, да, задняя сторона тренда. Передняя и обратная сторона тренда. То есть, как выглядят все передние стороны тренда. Что их характеризует? Все передние стороны тренда, понятное дело, сопровождаются резким движением, да, очень маленькими коррекциями, но это немножко субъективно. Да, потому что, ну, что значит резкое движение, что значит маленькая коррекция, как ее определить? То есть тут опять начинается огромное количество, да, вопросов. Куда проще взять один инструмент, да, это может быть какой-то ваш инструмент или, например, мой. Вот здесь внизу видите осциллятор, и поверх осциллятора две линии идут. Они называются линии моментума. То есть, когда гистограмма находится выше 50, зеленая, и линии моментума, видите, вот так растут и расширяются, то есть вы можете видеть между ними четкое расстояние. Это говорит о том, что мы находимся на передней стороне. В принципе, все. Чтобы вот определить тренд, силу тренда и переднюю сторону, PS, достаточно вот этого критерия для меня, потому что он уже включает и оценку состояния рынка со старшего таймфрейма, и оценку волатильности, и ряда других параметров. То есть это как все в одном выражено в такой простой форме, да, когда я могу посмотреть и объективно сказать, есть для меня тренд или нет, да, есть критерии входа или нет. То есть вот эта передняя сторона, отлично. Идем, все хорошо. А как формируется обратная сторона? Вот какие признаки? Да, признаки обратной стороны точно такие же, только наоборот. Линии уже начинают снижаться. Это раз. Потом мы можем заметить какие-то структурные паттерны, да, вершины. Например, там двойные вершины или какие-то еще свечные комбинации. Но самый простой паттерн визуальный – это вершина, да, двойная. То есть вот это комбо, например, структурного паттерна и значения осциллятора мне сигнализирует о том, что мы, возможно, входим на обратную сторону, да, переходим на обратную сторону, и рынок теряет силу. То есть, если я буду торговать на передней стороне, я практически всегда буду зарабатывать деньги. Но если мои входы будут чаще на обратной стороне, я буду практически всегда терять деньги. Но и там будет тренд визуально расти. Ну, то есть, вот здесь он растет, и потом он может расти. Но вот таким образом, понимаешь? То есть, когда ты заходишь в стоп-лосс, опять заходишь, опять стоп-лосс. То есть, нервотрепка. Поэтому тебе нужен не тренд. Тренд – это пустое. Тебе нужен моментум. Моментум – это самая горячая, острая фаза, когда на открытии рынка, как правило, мы видим очень интенсивный, да, рост или падение, и на этом мы зарабатываем деньги. Все. Плюс еще смотри, что важно, это время. Сейчас уже, сейчас скажу, время почти 12 часов, там,
без 20, да, 12, то есть уже прошло больше 1,5 часов с момента открытия биржи. Вероятность того, что здесь дальше будет тренд, намного ниже. Мгм. То есть мы видим и ослабление здесь, и с точки зрения времени, да, то есть вот уже мы подходим к финальной части сессии, вот это уже конец сессии, вот начало сессии, вот здесь, да, открытие биржи в Европе. Это премаркет, ну, то есть перед открытием иногда тоже бывает движение. Соответственно, я здесь вхожу примерно в середине, да, но потом я вижу, как рынок теряет силу. То есть мы, получается, объединили здесь знание о том, как ведут себя индикаторы, когда формируется обратная сторона тренда, знание базовых паттернов структурных и добавили время. Все. Вот что тебе нужно, чтобы зарабатывать по тренду. И, внимание, не терять на пустом месте по тренду. Потому что если ты сюда накинешь какие-то еще индикаторы, типа там RSI, или какие-то мувинги у тебя будут, это все тебе не даст ясности. Это тебя перегрузит информацией, и ты будешь как я то зашел, то вышел, то зашел, то вышел, то зашел, то вышел. А что если все убрать и просто сказать, какой один инструмент, который я могу использовать, который позволит мне быстро в моменте определять, передняя эта сторона или обратная сторона. Ну, по времени, я думаю, это совсем понятно. И второе, это какой индикатор или паттерн, или комбо этих двух вещей. Все. Вот больше вообще ничего не надо. И когда у тебя это есть, торговля приобретает легкость в плане вот здесь у тебя в голове нет тысячи вопросов. Конкретно тебе понятно. Если это, то это. Если это, то это. Да? Давай посмотрим, что дальше здесь будет происходить на этом индексе. Это индекс Великобритании, но неважно, это может быть вот доллар, иена. Сейчас посмотрим, что там происходит. Вот крипта пришла. Смотри, что произошло. Рынок рухнул. Это не значит, что он пойдет вниз. Он может здесь чуть потоптаться и потом наверх пойти, но этого движения достаточно, чтобы легко снести мой стоп, который был здесь. Да? Даже если мой стоп был вот здесь, где точки, то его уже снесли. Понимаешь, да? И вот за счет чтения графика и состояние рынка мы в моменте можем принять решение, которое позволит нам сэкономить деньги. В большинстве случаев. Понятно, будут исключения, когда ты вышел и бац, она пошла в твою сторону, но это будет случаться реже намного. Понимаешь? Вот смотри, хороший пример ZTC крипта. Здесь сигнал на продажу. Давай разберем его. Все, мы с этого уходим, да, с индекса Великобритании. Давай ZTC посмотрим. Вспоминаем сразу, на чем должен быть твой фокус, когда ты торгуешь с трендом. На чем? Не надо смотреть другие таймфреймы. На передней стороне. То есть передняя сторона тренда. Сторона тренда. То есть ты смотришь на график, и у тебя в голове такой вопрос. Это передняя сторона или нет? Угу. Передняя сторона – это всегда моментум. Смотрим вниз, наши две линии идут вниз, абсолютно, осциллятор ниже минус 50, абсолютно линии раздуваются, да, между ними есть расстояние, да, все, здесь все идеально. Теперь, если у нас есть передняя сторона тренда, как мы можем к нему присоединиться? Где точки подключения к тренду? Они всегда находятся вот здесь. Видишь вот эту зону, которую автоматически рисует моя система? Это зона входа в рынок. Больше никаких вопросов не должно быть по поводу, где мне входить с трендом. Есть одно место, которое уже за многие-многие годы, за тысячи сделок проверено и протестировано. Это вот это место. Зона входа в рынок. Причем она очевидная, она объективная, и она каждый раз разная в зависимости от того, внимания, какой рынок. Если он очень волатильный, зона больше. Если он менее волатильный, зона меньше. И это все автоматически рассчитывается, что делает твою торговлю предельно объективно и убирает вот этот вечный вопрос, а где мне входить в рынок, то ли самое место, подождать чуть-чуть повыше, чуть-чуть пониже и так далее. Почему? Потому что ты это видишь теперь. Тебе не надо самому это придумывать, тебе не надо самому рисовать. Потому что любое вмешательство в плане вот здесь мой уровень, там, да, например, ты себе нарисовал, это все-таки более субъективно, чем когда это делает автоматика. Вот уровень есть, вот уровень есть, вот уровень есть. Да или нет? Абсолютно да. То есть это 100% объективная информация, потому что каждый раз строится одним и тем же образом. Угу. Таким образом, ты приходишь к постоянству. Я сказал то, что имеет значение время. Но это актуально для всех регулярных рынков. Индексы, золото, нефть, валютные пары, Форекс. Для них обязательно время. Если ты не соблюдаешь тайминг, ты никогда не будешь делать деньги внутри дня. Да, это прям
как мантра твоя, да, как закон, я не знаю, аксиома, вот, должно быть. Но если мы говорим про крипту, это рынок сложный в плане именно привязки к конкретному временному отрезку. То есть он 24 часа, может в любой момент там вспыхнуть, потом резко угаснуть, потом резко вспыхнуть. То есть к нему вот это требование времени, оно применимо, но оно не имеет такого большого значения, как имеет для индексов, золота там, и так далее. То есть у нас есть сетап. Сетап – это картинка, да, которая соответствует передней стороне тренда. Все идеально здесь. Причина ослабления тренда пока мы не видим, но цена пока не дошла до зоны, да, продаж. И вот здесь, например, я заметил большое круглое число 450. Да, очень важно. То есть оно может служить как, скажем, дополнительным уровнем, да, например, сопротивления, и я могу, например, принять более агрессивное решение о продаже здесь, а не дожидаясь, например, зоны. Но это чуть-чуть более продвинутый уровень, когда ты можешь в моменте увидеть чуть больше, чем среднестатистический трейдер. Это абсолютно нормально, это приходит с опытом каждому из вас. Поэтому, если вдруг ты на это не обратил внимания, ничего страшного нет. Да, так что вот здесь тоже хорошее место, 450. Давайте вот так сделаем. И я думаю, что, может быть, даже раньше будет продажа, до прихода цены к зоне. Да. То есть у тебя появляется такая ситуативная гибкость с опытом, потому что ты настолько хорошо знаешь эти ситуации, да, уже становишься экспертом, мастером, что тебе не нужно там вот трястись над этой ситуацией, или же, ну, когда она там войдет в зону. Ты уже понимаешь, что здесь можно чуть порезче действовать, здесь чуть наоборот аккуратнее. Вот, давай здесь продадим, а потом добавим объем. Добавил еще объем, еще продаю ZTC. Евро в зоне, видишь, подсвечивается уже красным цветом. Значит, евро зашел в красную зону. То есть зону продаж, вот эту, но нельзя продавать здесь. Во-первых, по тренду уже время истекло, да, нельзя. Во-вторых, если посмотришь вниз, ты не увидишь, что здесь нет передней стороны тренда. Смотри внимательно. Линии моментума раздуваются? Нет, они примерно на одном уровне. Они идут преимущественно в бок. Осциллятор идет преимущественно в бок. Вот то же самое здесь. То есть, в принципе, евро-доллар в плане своего состояния моментума не менялся. То есть, это обратная сторона тренда, где чаще всего преобладает флэт или неустойчивость. Чуть пошло вверх, чуть пошло вниз, потом вверх, потом вниз, потом вверх, потом вниз. Это тренд 100%. Нисходящий, да. Можете здесь заработать деньги? Абсолютно нет. Угу. Угадайкой заниматься, да, но зарабатывать деньги нет. Зарабатываешь ты только в одном случае – в моментуме. Моментум существует 15 примерно процентов времени из всех трендовых движений. Понимаешь, да? То есть ты должен вычленить, скажем так, из всего вот этого хаоса, неопределенности, шума действительно значимые ситуации, где у тебя есть шанс заработать деньги. И что еще важно, среагировать на эту ситуацию. А для этого тебе нужен фокус, внимание. Если у тебя не будет внимания должного в моменте, то ты пропустишь сделку. А как тебе прийти к тому, чтобы торговать сосредоточенно, убрать анализ из своей торговли и делегировать ее алгоритму? Пусть робот этим занимается, пусть робот тебе найдет подходящую ситуацию, а ты вот здесь, в этой зоне у правого края графика будешь развивать навыки чтения, да, паттернов, индикаторов, общего контекста рынка, замечать круглые числа. То есть у тебя высвободится физически даже внимание, да, и мозг освободится от лишней информации на то, чтобы читать именно те вещи и обращать внимание на те детали, которые имеют вес, имеют значение, потому что, по большому счету, многие трейдеры тупо проводят время у экрана в качестве развлечения, потому что им нравится прогнозировать, нравится угадывать движение цены, и они от этого прям получают какой-то оргазм, да, и технически. Вот. Ну, у каждого свои приоритеты, да, потому что раньше, например, я кайфовал, когда там я посмотрел Фибоначчи, посмотрел уровень, поставил уровень, до него дошло, отскочило, ох, это кайф такой был, что прям увидел, угадал. Но это ничего общего с прибылью не имеет, потому что чаще всего ты не участвовал в рынке, да. То есть ты спрогнозировал его, но вошел ли ты? Нет. Почему? Потому что тебе не хватило уверенности, смелости, решительности. Потому что анализировать рынок и торговать – это две разные вещи. Вот смотри, по ходу, как мы смотрим на крипту ZTC, мы видим, здесь осциллятор падает ниже минус 50. Да или нет? Да, абсолютно. Линии моментума куда идут? Вниз. Вот сравни поведение линий здесь, когда они преимущественно были нейтральны, на боку, или даже поднимались, ты видишь. И вот здесь есть разница, вот здесь и вот здесь абсолютно. Да?
То есть мы сейчас входим на переднюю сторону тренда. Ну вот примерно вот с этого момента можем отметить. Передняя сторона тренда. Мгм. Отлично. Пора присоединяться к передней стороне тренда. Сработал тейк. Первая позиция, стоп-лосс второй позиции. Я перевожу без убыток. Вот сюда. На этом я завершаю этот ролик. Если вас интересуют алгоритмы и правила торговли, которые позволят вам торговать дисциплинированно, последовательно и прибыльно, то я оставляю ссылки под этим видео. Вы можете перейти и присоединиться к одной из моих программ. Все, до связи. Пока-пока.